Приветствую, самодельщики! Сегодня займемся ремонтом автоматического зонта, который перестал раскрываться. Проблему я уже знаю, так как этот зонт уже был у меня в ремонте. Видео того ремонта есть на канале, но оно не было достаточно подробным и вызвало вопросы у зрителей. Сейчас постараюсь показать процесс в деталях. Итак, зонт отстреливает, но не раскрывается купол. И внутри под куполом натяжные веревки не натянуты. Проблема во внутреннем механизме, а вернее в одной детали, которую мы сегодня будем устранять. Первым делом распускаем купол и отсоединяем все спицы от механизма натяжки. Для этого нужно раскрутить или перекусить проволочку, удерживающую все вместе. После того, как перекусили и раскрутили проволочку, снимаем все спицы с проволоки. Теперь у нас есть доступ к фиксирующему механизму с куполом к гвоздику. С помощью инструмента вынимаем его, плотно удерживая ручку зонта, прижатой к посадочному месту на куполе. Чтобы пружина, которая находится на трубке ручки, не отстрелила в вас или находящиеся рядом предметы. Далее нам нужно разобрать ручку зонта. Для этого выкручиваем один шуруп с противоположной стороны от кнопки. Чтобы снять верхнюю часть ручки, нужно нажать на кнопку, чтобы она не выпирала, и потянуть. Убираем кнопку и пластинку, которая находится под ней. Внутри у нас находится тот самый механизм, до которого нам нужно добраться. Чтобы снять пластиковый корпус, необходимо извлечь металлический штырек, который удерживает корпус. Вынимаем аккуратно, чтобы ничего не разлетелось по сторонам. Внутри находится скоба с пружиной, которая выполняет роль спуска и затвора. Нам эта деталь в данный момент не интересна, нам нужно достать пластиковый механизм из этой трубки. Как вы можете заметить, там находится пластиковый язычок, который не дает извлечь весь механизм. Нажав на этот язычок, механизм легко извлекается из трубки. Но будьте внимательны, под этим язычком находится пружинка. Не потеряйте ее. И при обратной сборке не забудьте установить обратно. Но для нас самое главное вот эта вот пластиковая деталь, которая со временем отламывается на каждом автоматическом зонтике, так как на нее идет очень большая нагрузка, и сама конструкция очень хлипкая. Так как я уже производил ремонт данной детали, на ней вы можете заметить отверстие, которое я просверлил для крепления шнурка, но хватило такой переделки примерно на 10 открытий. Далее в ролике я предлагаю посмотреть, как я еще пытался отремонтировать эту деталь, но потерпел фиаско.
Первое, что я пытался использовать для ремонта, это суперклей с содой. Получилось хорошо и вроде бы даже прочно, но испытания показали, что суперклей не сможет выдержать такую нагрузку. Далее была двухкомпонентная эпоксидка. Результат склеенной детали тоже обнадежил, но в конце концов стало понятно, что и такой способ ремонта не выдерживает нагрузку, оказываемую на эту деталь. Ну и единственное верное решение было изготовить данную деталь своими руками. Благо она несложная и при наличии минимума инструментов ее можно изготовить даже дома. Снял размеры и приступил к делу. В итоге получилось то, что нужно, но уже в металле. А это значит, что этой деталью больше никаких проблем не возникнет. А раз уж деталь новая, то решил я и шнурок обновить. Не хотел заморачиваться с развязыванием проклеенных узлов, да и обновить шнурок, по моему мнению, будет лучше. Тем более, что задача эта несложная. Все выполняется взаимозаменяемо. Убрав старое, ставлю новое, с соблюдением направления и позиционирования. В натяжителе, назовем его так, прячется еще один ролик. Он ничем не прикреплен и снимается довольно легко. На моем зонтике он частично сломан, но на работу это не влияет, поэтому просто меняем шнурок и устанавливаем все на место. Далее в ролике я буду показывать все более детально, чтобы не возникло вопросов, а что он там за кадром сделал и как он это сделал. Дальше выполняем работу по существующему образцу. Один конец шнурка у нас остается свободным, второй пропихиваем внутрь трубки.
Следующий шаг – привязываем новую деталь к концу шнурка, который мы провели через трубочку. В детали есть отверстие и углубление. Через отверстие продеваем шнурок, а в углублении будет прятаться узел, который в дальнейшем завяжем. После того, как деталь привязана, позиционируем ее на место. Вытягиваем второй конец шнурка. Натяжитель также смещаем примерно на свое место и замеряем, где у нас будет второй узелок. Но капроновая нить оказалась не настолько прочной, насколько я рассчитывал, и получилось, что вся работа со шнурком пошла на смарку. Успокоившись, проделал все то же самое с новым, более прочным шнурком. В итоге получился готовый механизм в сборе, который уже можно устанавливать на место и выполнять сборку. Но перед этим нужно собрать ручку в обратном порядке. И не забывайте о маленькой пружинке под язычком. Ручку мы разобрали только для того, чтобы извлечь застрявшую там деталь. Собираем ручку и двигаемся дальше. А теперь настал момент, из-за которого я не рекомендовал бы самостоятельно ремонтировать автоматический зонд. И это сборка. Всем, кто рискнул, посвящается. Итак, отремонтированный механизм вставляем обратно в пружину. У нас здесь находятся две пружины, одна длинная, другая короткая. Длинная пружина заходит в короткую и заходит до конца. Далее необходимо сжать длинную пружину с механизмом, предварительно вставив ее в трубку держателя зонта. Обратите внимание, чтобы отверстие на трубке находилось с нижней стороны относительно кнопки на ручке. В процессе ремонта она может перекручиваться. Вставляем аккуратно механизм в трубку, одновременно направляя ролик механизма в желобок на трубке.
Уважаемые зрители, не сочтите за труд подписаться на мой канал. Для меня важен каждый новый подписчик. Вы очень посодействуете развитию канала своей подпиской. Заранее благодарен. В итоге мне все же удалось засадить его на место, и теперь наша задача установить сжатый механизм в купол зонта. Здесь снова пришлось помучиться, чтобы попасть гвоздиком в отверстие, которое удерживает трубку. И чтобы вы не смотрели на мой затылок, мне пришлось эту часть видео вырезать. Вставляйте до упора. Если не видите отверстие, то прокручивайте по сторонам, пока не покажется отверстие трубки. И потом, удерживая все, вставляйте гвоздик. Далее необходимо все спицы вставить на свои места и зафиксировать их проволочкой. После всех этих процедур у нас получится снова рабочий автоматический зонд. Нужно только его сложить в транспортировочное состояние, и можно проверять. Зонд снова работает. Теперь нам не страшен осенний дождь. А вас благодарю за просмотр, желаю удачи в ремонте. Жду ваши комментарии, подписочки и лайки. Спасибо за просмотр.